сходим куда-нибудь. В ресторанчик какой-нибудь посидим. Ты меня всю неделю на кухню не пускаешь. Ты хочешь меня совсем разбаловать? Стану толстой и ленивой. Толстый, некрасивый ты не станешь, потому что я знаю замечательный способ, как этого избежать. Доброе утро, Валентин Иванович. Доброе утро, Валентин Иванович. Здравствуй, Наденька. То есть мне объявлен пожизненный бойкот. Перестань. Мне просто нужно время, чтобы смириться. Все. Пока. Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, где кабинет Широкова? Широков-то я, а мой кабинет вот здесь. Пойдемте. Идемте. Только мне нужно родить обязательно девочку. Это возможно? Ну, почему именно девочку? Ну, муж очень хочет. И я тоже. Говорят, с помощью искусственного оплодотворения реально выбрать пол ребенка. Это правда? Ну да, это возможно, но для этого нужно делать ПГД, предимплантационную генетическую диагностику. Она стоит дороже, чем ЭКО, ну и вероятность приживления эмбрионов ниже. Насколько дороже? Ну, раза в 2. Анна, вы, пожалуйста, подумайте с мужем. Я вас уверяю, мальчики ничем не хуже. Нет. Нам нужна только девочка. А деньги не проблема. Елизавета Юрьевна, мне рекомендовали вас как очень хорошего специалиста и вменяемого человека. Я вас слушаю. Моя дочь рожать собирается, и я, собственно говоря, пришла, чтобы договориться с вами о том, ну, во сколько нам все это обойдется. Ну, больница у нас государственная, роды бесплатно. Ой, да бросьте вы. Вот мы с вами прекрасно понимаем, что лечиться даром, даром лечиться, а уж тем более рожать. И я готова заплатить вам хорошие деньги. А $500 хватит? Мне этот разговор не интересен. Понятно. 700? До свидания. Алло. Да, тетя Зина, что сказал врач? Нету хрипов, ну отлично, прекрасно. Как не хочет пить? Горькое? Ну, знаете, дайте ей водичкой запить и конфетку предложить. Но я же не могу каждый раз приезжать, когда она вредничает. Все, до свидания. Вы еще здесь? Ну, вы еще подумайте. Деньги лишними никогда не бывают. Тем более у вас ребенок маленький, болеет. Я сказала, покиньте, пожалуйста, помещение. Ой, зря вы так, Елизавета Юрьевна. Я же к вам как к хорошему человеку. Противопоказаний для ЭКО у вас нет. Вы оба здоровы. Поздравляю. Ань, ну, мне нужно кое-что сказать. Не могли бы выйти на минутку, Миша? И у нас нет секретов друг от друга, доктор. Говорите. Миш, ты не понимаешь, есть женские темы, на которые в присутствии мужа не говорят. Я понял. Я подожду за дверью. Ань, теперь скажите мне, почему вы скрыли от меня свой диагноз? Какой диагноз? Вы являетесь носителем гена гемофилии, который передается только мальчикам. Поэтому вы хотели девочку. Я не знала. Аня, чтобы процедура ЭКО прошла успешно, между лечащим врачом и пациентом не должно быть никаких секретов, никаких тайн. Мне кажется, вам лучше найти другого специалиста. До свидания. Нет. Дело в том, что у меня был брат-близнец Алёша.
И он из-за этого умер в 10 лет. С тех пор я панически боюсь иметь детей. То есть Михаил ничего не знает? Я сказала, что у меня непроходимость маточных труб, но он очень хочет ребенка. А я очень боюсь его потерять. Помогите нам. Ань, вот мы как поступим. Я ничего не буду говорить вашему мужу, вы все расскажете ему сами. Поверьте, так будет лучше. Если вы сами все ему расскажете, потому что хуже будет, если он узнает об этом от других людей. В чем дело? Я... Майор Грищенко, Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Гражданка Филатова, вы подозреваете в злоупотреблении служебным положением и вымогательстве взятки. На каком основании? На основании заявления Петровой Жанны Николаевны. Знаете такое? Ах, вот оно что. Отвечайте на вопрос. Знаю, к сожалению. Вот постановление об обыске. Гражданка Филатова, я предлагаю вам выдать то, что было получено вами заведомо преступным путем. Я не понимаю, о чем вы говорите. Приступайте. Встаньте, пожалуйста. Бред какой-то. Товарищ майор, Понятые, подойдите к столу. Вы подтверждаете факт обнаружения конверта на столе подозреваемой? Да, Видите конверт? вижу. Гражданка Филатова, вы знаете, что находится в этом конверте? Понятия не имею. Я впервые вижу этот конверт и его содержимое. Я не имею к этому никакого отношения. Понятые, подойдите к столу. Видите, что написано? Взятка. Взятка. Оформляйте протокол. Ну, перестань. Что ж ты не рассказала мне все сразу? Я боялась, что ты меня бросишь, как Никита. Когда он узнал про мой диагноз, сразу подал на развод. Решила, что я такой же, как твой бывший муж? Брошу любимую женщину из-за болезни? Нет, конечно, нет, нет. Ну и папа бросил маму, когда Алёшки не стало. Прости меня, Миш. Я должна была тебе сразу сказать, чтобы ты искал здоровую женщину с нормальными генами. Ты не нужна мне другая, понимаешь? Не нужна. Я тебя люблю. Тебя. Я тебя люблю, Мишка. Прости, телефон. Успокойся. Хорошо. Сейчас, секундочку. Да, мамуль. Я на кафедре. Да, заскочу. Конечно. Целую. Идем. Ты опять сказал маме, что ты на кафедре? Ты хоть понимаешь, чем это грозит всей больнице? Мне с большим трудом удалось добиться, чтобы тебя прямо здесь не арестовали. Спасибо, спасибо. Можно подумать, что я сама себе этот конверт подбросила, чтобы вам неприятности устроить. Звонили из облздрава. Настаивают на твоем отстранении от должности. Ну, временно, естественно, пока будет идти следствие. Быстро они. Ты куда? Пойду собирать свои личные вещи. Я могу прямо сейчас написать заявление по собственному желанию. Так, не горячись, Елизавета Юрьевна. Мы все понимаем. Ты не виновата. И убэповцы разберутся. Ах, убэповцы. Они разберутся. Лёва, здорово. Слушай, Ромочка, а что у нас происходит? Я встречаю Думанского, и он мне прямым текстом... Потом, Лёва, потом. Знакомьтесь,
Это Лев Борисович Квитко, наш главный спец по генетике. А это Михаил Богданов, муж нашей пациентки. Ты про Зин. Михаил очень интересуется нашим методом ПГД. Ну, я думаю, что никто лучше об этом методе, чем Лев Борисович, не расскажет. Звучит нескромно, но это так. Ну, я думаю, что Лев Борисович исчерпывающе ответит на все ваши вопросы. Ну, Лев, закончите и зайди потом ко мне. Ромочка, там… ну, а что мы тут в коридоре? Давайте в лабораторию. Хорошо. Спасибо. Да мне кажется, это Думанский построил. Больше некому. Вита видела, какая-то Жанна Николаевна у него из кабинета выходила. Ну, это зацепка. Какая зацепка? Скажет, просто дверью ошиблась. Говорят, его снова хотят назначить заведующим отделением. И, похоже, за свое бывшее кресло он готов глотку перегрызть. Бери выше, теперь он метит главврачом в горбольницу. А зачем тогда ему тебя выживать? Ему нужен стаж работы, не меньше 5 лет на руководящей должности, а Альберт Саныч маленько не дотянулись. Ну, ты следователю об этом говорила? Угу. Смысл говорить бездоказательно. Видите ли, в чем дело? В возрасте 3 дней эмбрион состоит из 6-8 клеток бластомеров. Ну, вот видите вот эти шарики? Вот эти, видите? Вот это они и есть. И на данном этапе они абсолютно равноценны. Поэтому генетическую диагностику можно проводить на любом из них. И с помощью, как бы это вам, ну, с помощью специальной микротехники проводится биопсия. Ну, то есть один из бластеров отщипывается. А оставшиеся клетки они заместят удаленную, и никакого вреда для ребенка не будет. Так вот, эмбрионы нужного пола отбираются и подсаживаются в матку. Подождите, а как вы определяете пол эмбриона? Если вы перепутаете чего-нибудь и подсадите мальчика, а нам нельзя мальчика, нам девочка нужна, у нас гемофилия, доктор. Я понимаю. Я вам скажу одну умную вещь, но только вы не обижайтесь. Вы поймете, Y-хромосома у ребенка, она либо есть, либо ее нет. И ошибиться тут, ну, просто невозможно. Добрый вечер. Не помешаю? Здравствуйте, Лев Борисович. А я тут шел мимо. Дай, думаю, зайду. Ну, а чего, к хорошему человеку не зайти, правильно? Квитков, так у вас же вроде не день рождения сегодня. Нет. Ну, просто… Виточка, ну ты мне так с Анфисой выручила, просто я без тебя не знаю. А я даже и спасибо не сказал, забегался. Ну что вы, я ж с удовольствием. А как там Анфиса? Ой, она просто все уши мне уже прожужжала. И как она к вам ночевать ходила, и как она сколько играла, и как тетя Вита ее готовить учила, и как тетя Вита с ней уроки делала. И тетя Вита, ну, в общем, она на 7 небе. И я думаю, что за это стоит выпить. Ну, давайте. Ну и за любовь. А давайте за мир во всем мире, Лев Борисович. Ну и за это тоже. Здрасте. Хорошо сидим. Что, Вита Игоревна, свято место пусто не бывает, да? Это не ваше дело, Альберт Саныч. Вы на что намекаете? Ну, правильно, правильно. Лёшка, молодец, не теряешься. А чё? Вита Игоревна девушка свободная, почему бы нет? Да я вам… Парни, вы чего? Так, а ну пошли вон отсюда. Виточка, я же… Пошли вон! Я, конечно, такого от Льва Борисовича не ожидала. Он повел себя как настоящий лев. Можно? Да-да, проходите. Я попозже зайду, потом все тебе расскажу. Здравствуйте. Здравствуйте.
Проходите. У меня тест на беременность отрицательный. Уже 9-й. Ложитесь. Подождите, вы что, 9 раз тест на беременность сделали? Я через неделю после подсадки решила убедиться, что все благополучно прошло. Ну, а тест отрицательный оказался. Я купила еще, потом еще. Ну, через неделю тест мог ничего не показать. Не нужно было так торопиться. Роман Алексеевич тоже меня отругал. Сказал, что первая попытка – это еще не катастрофа. Я не беременна, да? К сожалению. Вас же предупреждали, что вероятность забеременеть с первой попытки меньше 40%. Предупреждали? Ну вот, мы и попали с вами в оставшиеся 60. Но со второй попытки обязательно. У нас нет денег на вторую попытку. Миша машину продал. Осталось квартиру продать и на улице жить. Ну ничего, мы обязательно что-нибудь. Извините, до свидания, всего доброго. Алло. И последний вопрос, который нам осталось обсудить, это назначение временно исполняющего обязанности заведующего родильным отделением. Я всегда подозревал, что самый лучший способ вернуть себе свою должность – это подставить коллегу. Ну хватит, Роман Алексеевич, ну хватит уже. Ну, лично меня эта должность вообще не интересует. У меня сейчас диссертация на носу, жена молодая. Ну, а вы что молчите, Валентин Иванович? Екатерина Сергеевна, я думаю, нужно подождать результатов следствия. Знаете, неизвестно, сколько оно еще будет тянуться, и потом облздрав настаивает. Так что принимайте отделение, Альберт Александрович. Ну, если облздрав настаивает. Вы же понимаете, если я в этой ситуации откажусь, они же своего человека поставят, а тогда страшно подумать, что будет с отделением. Так что… А что это у вас с лицом, Альберт Александрович? А, так, ерунда. Как такие жмоты? Задушил бы этого козла двухличного, прямо бы там, в кабинете у Савчука. Ну, в кабинете у Савчука это жестко, хотя, думаю, Вита Игоревна оценил бы твое геройство. Скажите, а где мы можем найти доктора Широкого? Вы нашли его, это я. Слушаю. Нам нужен мальчик. Понимаете, у вас моя подруга лечится, Аня Богданова. И мы подумали, что если можно сделать у вас девочку, значит, можно… Сколько раз я тебе говорил, не перебивай меня. Доктор, сделаешь нам мальчика, озолочу. Я принимаю в центре репродуктологии по четвергам. Запишитесь, пожалуйста, приходите и посмотрим, что можно сделать. Ты не понял, доктор. Я работу бросил, к тебе приехал. Какой четверг? Тебе что, сложно сейчас ее посмотреть? Ну, у меня сейчас другие пациенты. Ты не понял, доктор. Мне нет времени туда-сюда кататься. А другие больные, пусть подождут. Я плачу. Послушайте, любезный, здесь не рынок. Если вы действительно хотите мальчика, то приезжать в центр вам придется не раз и не два. Может, не надо опять проходить через все эти мучения, стимуляция, пункция? Может, усыновим ребенка? Не делай вид, что тебе все равно. Родной у нас будет ребенок или приемный. Мне тоже не хочется брать у Тенги за деньги. Выхода нет. Давай отцу твоему позвоним. Он все-таки не бедный человек. Пусть поможет единственной дочери. Я ему всю жизнь была не нужна, а сейчас и подавно. Поверь. Ладно. Тогда придется попросить у моей мамы. Ты издеваешься? Она меня терпеть не может. А если узнает про мой диагноз, то лучше сразу давай разведемся.
Понимаете, у нас уже 2 девочки есть. Понимаю. Каждый мужчина мечтает о сыне. Если бы только это. Он на мне жениться не хочет, пока сына не рожу. Вот как. А давно вы вместе? 6 лет. Угораздило ж меня. Ой. Нет, мужик он, конечно, хороший и девочек любит, но эти восточные заморочки, пока сына не родил, ты вообще не мужчина. Жестко. Не то слово. А Тенгиз еще и последний в роду. Представляете? Отец сказал, не появится сын, не продолжишь род, наследство лишу. Ой. А деньги старика вложены в наш бизнес. Спасибо. Так что по миру нас пустят, если что. До свидания. До свидания. Надо же, как совпало, Роман Алексеевич. Вы сначала Наташе подсадку сделали, а теперь сразу мне. Она такая выдумщица. Говорит, вот вырастут наши дети, мы их и поженим. Ну все, я закончил. Я думаю, в этот раз, Аня, у нас все получится. Можно вставать? Нет, нет, что вы. Нужно будет полежать еще часок и не напрягайте, пожалуйста, живот. Хорошо, хорошо. Я не понял, почему Аню эту на сохранение положили, а мою жену нет? Места в палате не нашлось? Так, во-первых, сядьте и прекратите орать. Я в таком тоне с вами разговаривать не собираюсь. Хорошо. Во-вторых, расскажите, что случилось. Что, у Наташи какие-то жалобы на здоровье? Я вчера ее осматривал, состояние у нее отличное, анализы в норме. Извини, дорогой, при чем тут жалобы? Ты сына моего сохранять собираешься или нет? Теперь послушайте, что я вам скажу. С вашим сыном все в порядке, а все необходимые мероприятия мы проводим амбулаторно. Ты лучше скажи, сколько денег нужно, и пусть ее в больницу положат. Больница – это не санаторий. В больницу мы кладем только женщин, у которых какие-то проблемы со здоровьем. Ваша жена абсолютно здорова. Значит, не получишь, да? Хорошо. Будет дома лежать. Из постели ни шагу. Нечего там по базарам, маникюршам бегать. Еще всякую заразу подхватит. Вот только домашнего ареста и не нужно устраивать. Привет. Привет. Вещи поставь. Да не сюда, а туда. Можешь идти. А, и плеер не забудь завести. Все сделал, Наталья Юрьевна. Тебя тоже угроза срыва? Нет у меня никакой угрозы. С дуру сказала Тенгизу, что тебя положили на сохранение. И вот вам результат. Так видите ли, будет лучше для ребенка. А каково мне тут лежать, его не интересует. Ох. Ну и как ты тут выживаешь? Это нормально. Ты лучше про девочек расскажи, как они у тебя. Хорошо, в деревню отправили к родителям. Хотя у нас есть няня, могла бы и посидеть. Могла бы, конечно. Ну, Тенгиз в последнее время как с цепи сорвался. Я мужчина, как сказал, так и будет. Алла Петровна, напрасно вы волновались по поводу своей невестки. Вот, пожалуйста, ксерокопия истории болезни. Мы подсадили Ане эмбрион. Он благополучно прижился. Был один неприятный момент. По недосмотру ее лечащего врача Широкого была угроза выкидыша. Но сейчас мы с этой проблемой успешно справились. Слава Богу. А то я так переволновалась. Сын с невесткой мне ничего не рассказывают. У меня ведь больное сердце, стараются не волновать. Понимаю, да. Но я все равно что-то чувствовала, что что-то не так. Спасибо вам огромное, Альберт Александрович. Теперь хоть спать буду спокойно. А то этот ваш Широков категорически отказался обсуждать подробности. Обронил как-то бездушно. Не положена врачебная тайна. Так что, у нее еще и гемофилия? А вы что, не знали? Здравствуй. Здравствуйте. Что?
Не ожидал? Нет. Конспираторы. Миша мне давно врал, что ты гостишь у родителей. Но я же не дура, сразу поняла. Что-то тут нечисто. Позвонила в твой детсад, а они говорят, да она же в больнице. Что вам нужно от меня? Ничего. Только чтобы ты исчезла из жизни моего мальчика. Хватит из него веревки вить. Миша, такое будущее прочили. За границу на стажировку отправляли. И надо же было тебе ему дорогу перейти. И жизнь, и карьера псу под хвост. Как вам не стыдно? Это тебе должно быть стыдно. Ты посмотри на себя. Ни внешности, ни мозгов, ни образования приличного. Никому не нужная разведенка вцепилась в мальчика на 4 года младше. Да еще и скрыла от него свой диагноз. Откуда вы знаете? Я все знаю, эгоистка безмозглая. А Миша не думаешь? Так хоть ребенке подумала бы. Ты что, не понимаешь, что твоя дочь тоже не сможет рожать нормальных детей? Замолчите. Замолчите. Ань, ну сколько можно ждать? Ань, ты чего? Кто это был, Ань? Это Мишина мама. Ань. Очень больно. Роман Алексеевич, помогите кто-нибудь! Что? Спасти ребенка нам не удалось. Слишком маленький срок. Мне очень жаль. Нет. А как такое могло произойти? Роман Алексеевич, вы же говорили, что угроза выкидыша миновала. Я, честно говоря, сам не понимаю, в чем тут причина. Нужно будет провести детальное обследование. Михаил, это не главное. Сейчас нужно прийти в себя. Держитесь. Я правда сделал все, что мог. Извините. О, привет. Ну что, Привет. как дела? Сажа бела. Что, следствие так и топчется на месте? Устроили мне очную ставку с этой Жанной Николаевной. Ты, представляешь, в глаза заявляешь, что я у нее деньги вымогала за то, что устрою дочку в хорошую палату. Ничего себе. А адвокат выяснил, у нее вообще не беременная дочка. Да не расстраивайся. Да развалится дело, понятно, что... Блин. Говорила же Тенгизу привезти другую расческу. И где? Анечка, как ты? Девочка моя, меня вчера к тебе не пустили. Ну ничего, все наладится. Через пару дней заберу тебя домой. Потом поедем на море. Восстановим силы, потом вернемся. И обязательно родим девочку. Нет. Что нет? Я не рожу тебе дочку. На море не поеду. И домой не вернусь. Как не вернешься? Все равно у нас ничего не получится. Уходи. Ну хоть ты и скажи. А что я должна ей сказать? Что все будет хорошо, что нужно попробовать еще раз, да? А потом опять припрется твоя мать, и она опять потеряет ребенка. Что? Мама? Можешь не переживать. Никакой внучки у тебя уже нет. И, кстати, сына тоже. И не звони мне больше. Ань, ты это брось. Ну нельзя вот так вот брать и сдаваться. Ну подумаешь, свекровь, не Господь же Бог. И тем более, раз Миша наконец поставил ее на место. Это же уже победа. Да какая победа, Наташа. Я никогда не хотела, чтобы Миша из-за меня с матерью ссорился. Да какая разница, из-за тебя или не из-за тебя?
В общем так. Я прямо сейчас звоню Тенгизу и прошу у него денег на 3-ю попытку. И не спорь. Мы и так ему кучу денег должны, не надо. Опять у него телефон разрядился. Блин! Сколько раз говорила, ставить на подзарядку. Так. Ты куда? Домой. Куда же еще? Как дела, Ромочка? Как Надя? Надя хорошо, а что? Не, ничего. Просто спросил. Мы как-то так редко с тобой общаемся в последнее время. Лева, а ничего, что мы час назад с тобой кофе в кафе пили? Да? Ну давай, колись, зачем пришел? Да ты понимаешь, нас Вита с Анфиской в гости пригласила в это воскресенье. Ну а что ты как в воду опущенный? Надо радоваться. Да я радуюсь. Ну, просто без подарка-то в гости никак. Ну, Коле мы, конечно, уже купили трансформер такой. Класс. А вот Вите, вот я и решил посоветоваться. Нашел специалиста по женским подаркам. Да не с тобой, с Надей. Ну, они ж подружки. Вот, и я хотел бы, чтобы ты спросил у Нади, какие у Виты любимые духи. Ну, аккуратненько только, чтобы не проболтались. Ну, я-то женщин знаю. Ну, вы задание даете. Ну, так что? Гражданин шпион. Ну, попробую, конечно, спрошу. Делаешь? О, хорошо. Алекс Юстасу. Спасибо. Что случилось? Который час? Прихожу домой, свет выключен, тишина. Ну, думаю, спит. Захожу в спальню, а он там с Люськой развлекается. Кто такая Люська? Да няня наша. Что ты ему сказала? Фух, буду я с ним разговаривать. Оттаскала эту курву за волосы, а Тенгизу по морде дала. И сказала, пусть катится. Я с кобелем жить не буду. И что ты без него делать будешь? Да куда он денется? Завтра же приползет прощения просить. Ой. Лева, здорово. Угу. Ну что, как успехи? Ты о чем? Духи понравились? А вот духи понравились. Вот она просто растаяла. Виточка, я тебе говорю, с меня. Отлично. Слушай, а чьи эмбрионы? Богдановых? Угу. Лева, а помнишь, мы главбуху Наташи насечки делали на эмбрионах? Ну, чтобы лучше прижились. Давай тут так попробуем. Знаешь, как я буду тебя называть? Ромка телепат. Вот я только что об этом думал. Вот только что. Так, когда? Сегодня. До вечера. Наташка, ну что, мне пора. Миша ждет уже. Счастливо. Наташа, ну чего ты раскисла? Ну не пришел твой Тенгиз. Переступи через свою гордость, сделай первый шаг сама. Да пошел он. А жить ты на что будешь? Как раз об этом я и думаю. И ничего придумать не могу. Анька, если бы ты знала, как мне страшно. А ты не бойся ничего. Позвони Тенгизу. У вас семья, у вас дети. Сын скоро родится. Привет, Наташа. Ну, ты скоро? Иду уже, иду. Забирай сумку. Иди уже. Иду. Все. Ты позвони мне. Угу. Нюта? Папа, что ты здесь делаешь? Это я ему позвонил. Зачем? Мне кажется, вам есть о чем поговорить. Мне с ним говорить не о чем. Тебе надо, ты и разговаривай. Погоди. Ну что же ты творишь, Нюта? И потом, столько лет прошло. Ты выслушай его, пожалуйста.
Ты предлагаешь забыть, как ты вычеркнул меня и маму из своей жизни? Это Таня запрещала мне приезжать, звонить тебе. Не смей, ты слышишь? Не смей даже имя ее произносить. Ты к маме на похороны не приехал. Я в больнице лежал с инфарктом. Чего ты хочешь? Мне недолго осталось, и перед матерью твоей вины я уже не искуплю. Разреши хоть перед тобой. Я готов оплатить столько попыток, сколько понадобится. Индульгенцию решил купить. Мы с Мишкой решили усыновить ребенка. Если хочешь, ты меня больше никогда не увидишь. И в дедушке я не набиваюсь. Мне бы только знать, что хоть чем-то я смог тебе помочь. Я думала и решила, что ты была права. Насчет помириться. Поехала к нему в офис, а он говорит, не будет в моем доме женщины, которая посмела меня ударить. Иди, говорит, куда хочешь. Куда же иди? У вас дети. Говорит, что девочки со мной останутся. А когда родится мальчик, он его себе заберет. Как же заберет? Ты что, от родной матери? Нельзя так. Я ему так и сказала, что сына ты не получишь, и не надейся. А он что? А он сказал, что денег не даст ни копейки. Ай! Что случилось? Больно. Позови кого-нибудь. Сейчас, подожди. Ну давай последний раз. Давай, моя хорошая, давай, молодец. Еще чуть-чуть. Ну, давай. Ай, хорошо, молодец. Ну что, поздравляю, мальчик. Молодец. Хорошо. Он жив? Почему он не дышит? Жив, просто он очень слаб. Отсекайте. Лиза, займись, пожалуйста, плацентой. Сейчас его раздышим. Ну все. Сейчас плаценту родим и отдыхать. Так, конечности синюшные. Мышечный тонус слабый. Да, вижу. Да, дыхание нерегулярное. 4 балла по шкале Апгар. Что с моим сыном? Я забираю в реанимацию. Зачем реанимацию? Рома, у нас атония, матка не сокращается. Так, давайте 10 единиц окситоцина, наркоз и ручное. Я пошел мыться. Мой сын выживет? Все выживет, все выживут. Войны не будет. Главное, чтобы вы не нервничали сейчас. Ну и напугала ты нас всех. Доктор Широков всю ночь возле тебя дежурил, а Мишка кровь сдавал. С сыном все хорошо, не волнуйся. А Тенгиз? Еще не приходил, но Миша ему позвонил. Он знает, что ты в тяжелом состоянии, что сын родился. Появится твой Тенгиз, с минуты на минуту появится. Да вы что, да заберите сейчас же, а то я полицию вызову. Слушай, ну зачем полицию? Мы же деловые люди. Давай договоримся. Я же не чужого сына прошу отдать, моего кровного. Послушайте, гражданин, я вам в 100-й раз повторяю. Даже речи не может быть о том, чтобы отдать новорожденного без матери. Потом мальчик еще слабенький. Его выхаживать и выхаживать. Слушайте, вы бы лучше с женой помирились, а? Я сам решу, с кем мне мириться, а с кем нет. И ты в мои дела не лезь. Куда с ребенком собираешься? В деревню к родителям или? Или поеду домой. В конце концов, я имею такие же права на наш особняк, как и Тенгиз. Добрый день. Привет. Ну что стоишь? Бери вещи, неси в машину. Понимаете, Наталья Юрьевна, Тенгиз Зурабович велел передать, что вы там больше не живете, и велел спросить, куда вещи отвезти. Да пошел он. Извините. Я дура, да? Надо было согласиться.
подумай, что это будет воспитывать моего ребенка. Не выдумывай, ты все правильно сделала. А жить мы где будем? А у нас поживете. В тесноте да не в обиде. А на что мы будем жить? Наташка, ты сильная, ты способная. Засиделась за своим денежным мешком. Пора исправлять ситуацию. У тебя будет и работа. Все у тебя будет. Добрый день, Иван Сергеевич. Добрый день. Ждем. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Ну, как ваши дела? Муж успокоился? Нет, но квартиру нам купил и денег дал на открытие цветочного магазина. А я ему с сыном разрешила видеться. Молодец. Анютка. Поздравляю вас. Возьмите, ваша принцесса. Роман Алексеевич, если бы не вы. Надумайте рожать еще девочку? Милости просим, обращайтесь. Какая маленькая. Спасибо. Всего доброго. Аккуратно. Всего доброго вам тоже. Аккуратно. Люда, тихо, привет. Привет. Поздравляю. Ну, подержали, отцу верните. О, какой молодец. Не пойму, на кого похоже. Похоже? А ну, посмотри, чьи глазки. Ну, наверное, Миша. пока... Ты зачем пришла? Поздравить тебя с дочкой. Прости, сынок, у меня же кроме тебя никого нет. Ты не у меня. У Анюты проси прощения. Ты прав, я сама все разрушила. Прости, если сможешь. В такой день помешала. Аня, и ты прости, если сможешь. Алла Петровна, подождите. Посмотрите. Она на Мишку похожа. Спасибо, Аня, спасибо. Ой, какая прелесть. Ну, пойдемте, пойдемте. Наташка, пойдемте домой.